Всем привет! Вы снова на YouTube-канале Мусорщик. С вами Витек на связи, друзья мои. Раннее утро, пятница. Красивый вид для записи нового ролика. Напоминаю, YouTube-канал наш показывает люди леса, находки на свалке, барахолку. В данном случае мы каждый год снимаем выживание. В этой серии, последней серии, проходит у нас выживание в городе Витебске с 0 денег. 0 денег. Серия заключительная, последняя. Во всяком случае, я на это надеюсь. Пятница, я выселился с хостела, выселился достаточно рано, в принципе. Хостел мне очень понравился, я уже в одной серии говорил. Очень дружелюбные, классные люди. Давайте-ка погладим золотого оленя, чтобы нам сегодня повезло. Бронзовый, кстати, наверное. Вот, может, бронзу найду. Я двигаюсь сейчас на Смоленский рынок города Витебска. Очень сильный гололед, посыпали, но мы двигаемся вот на Смоленский рынок, как я уже сказал. Хочу там встретить одного человека, торгующего на барахолке по прозвищу Профессор. Кто знает, напишите в комментариях. Очень интересно. Вот. Ну что я могу сказать про Витебск, пока я иду на этот Смоленский рынок. Я, конечно же, буду искать Колым и подработку. Поезд мой в 14:10. Цена плацкарта 22 рубля, а у меня в кармане осталось 23,70. Поэтому я в большом плюсе. Но мне повезло просто с халтурой, с человечностью людей. Я за 2 дня не выпил 2 литра воды. У меня осталась вода. Я заварил себе в хостеле чай. В хостеле есть сахар, чай. В хостеле много людей. Чай, сахар можно пользоваться без проблем. Хостел крутой. Вот. Поэтому, ну, мне все понравилось. Что касаемо города, витебчане, конечно, обидятся. Но здесь злых людей больше, чем хороших. Это точно, я вам хочу сказать. Кстати, критических ситуаций по факту не было ни одной. Так как у меня, в принципе, был пауэрбанк, который я мог продать. И его бы точно купили даже за 2 рубля. У меня был хороший термос, фирменный. Я тоже, в принципе, его мог продать. На мне классный фирменный рюкзак с USB-подзарядками. Рюкзак фирмы, сейчас покажу. Ну, вот этот швейцарский с крестиком. Оригинал. Чуть-чуть порвался в результате нашего путешествия. Обидно за Витебск, я тут не смог сдать медь. Это странно. У меня плюс-минус полкилограмма, а принимают везде от килограмма. Первый раз такое вижу и слышу. О, смотрите. Зоопарк, милиция и какое вот старенькое архитектурное здание, да? Из военного кирпича. Военного. Довоенного, наверное, кирпича. Очень классно. Кстати, меня не забрали. Поэтому я хочу сказать, что подняться со дна можно. Вот. Не унывать. Быть на позитиве. Вот в моем случае, смотрите, я тут пробыл 3 дня. Мне тут максимально не понравилось, но я жил в тепле, ходил в душ. В принципе, был сыт. Вот. Но, ну, зарабатывал как мог, понятное дело. Сильно вы можете не назвать это заработком. Но в таких ситуациях, мне кажется, разрешено делать все, что угодно. Абсолютно все, что угодно. Так, пешеходка. И я сворачиваю, наверное, во дворы. Пройду дворами, может, что-нибудь найду до металлоприемки. Ну вот, тут как бы можно петь и танцевать, можно даже на скрипке играть. Вот, пользоваться интернетом всем, чем хочешь, когда попадаешь в такие условия. Поэтому не важно, что вы будете делать. Я считаю, что я со своей задачей справился очень-очень хорошо. Вот, в принципе, не голодал, жил в тепле. Это важно. И у меня есть деньги посетить любой следующий город Беларуси, также в него въехать с 0 и также выживать в любом другом городе Беларуси. Но, как лично по мне, я могу немножко, конечно, преувеличить. Может быть, мне даже кажется, но я думаю, что если бы такое выживание я проживал в Минске, то не исключено, что за 3 дня я бы даже купил себе «Жигули». Это, к слову, о разнице работы Витебска и Минска. О, ребята, я на рынок не пойду с пустыми руками. 4 лампы. Вот. Попробуем продать. Чем черт не шутит, как говорят, да? Короче, ребята, иду я на Смоленский рынок. Идти мне примерно километр. Взял эти 4 лампы. Несу их очень аккуратно. А что, у меня с билета рубль остается. Покушать тоже захочется. Вот если удастся сейчас по рублю 4 рубля продать. Рубль есть, 5 рублей. Это, наверное, какая-нибудь мини-шаурма. Но я еще пройду дворами. Добрый день. О, какие культурные витебчане.
Ну что, ребята, я дотопал. Рынок Смоленский. Красиво, уже к Новому году продают. Сейчас узнаем, знает ли кто-нибудь тут профессора. А? Не, а вы знаете, такой есть продавец профессор? Не знаете? Блин, а где тут какая-нибудь сторона барахолки? Что-нибудь? В какой? Через рынок, да? Спасибо. О. Слушайте, на этом рынке люди явно добрее, чем на прошлом, короче. Первые люди нормально, без фырканья, без ничего мне подсказали, что куда идти. На том рынке, короче, злые. Ну, и тут рынок другой. Люди скользят. К Новому году все готовятся. Настроение прекрасное. Мне бы заработать на покушать и встретить легенду Витебска, профессора. Ладно, а вы знаете такого продавца профессор? Ну да. А где найти? Блин, скорее всего, между красными домами. Там раскладушка, Оп. карик. Вот там. Спасибо, спасибо. Эх, ребята, попади я сюда в среду. Я бы тут точно деньги заработал. Это во-первых. Короче, неправильное направление выбрал для выживания. Частный сектор, понятное дело, что там все приспособлены, дрова, все есть, короче, газ. Люди злые, денег мало. Надо было идти на высотки. А что ты так улыбаешься? Потому что мы коллега. Да? Я вас узнал, да. Блять, ну капец, короче. Я только сегодня смотрел видос. Серьезно? Да. Пипец, я даже камеру не вырубал. Пойдем посмотрим, покажу тебе свои владения. Профессора найти надо. Профессор ко мне подъедет скоро. А так его тут нету? Нету пока. Ну, короче, я хрен знает, серию не засчитаю, скажешь, все, подписчиков встретил, Да, бля. нормально, круто, классно, Да? да. Ай, ладно, друзья мои, в финишной серии одного человека встретить и можно. Тоже торгуешь? Да. Сколько тебе лет? Сколько дашь? Ну, 27. Чуть больше. 30-ка? 33. Блин, ты старше меня. Да ладно. Да, на год. Не, ну мне, а? Колян. Витя. Видите? Ой, извини. Ну, бля, ну я просто не Вот, бритый. смотри. Пошли. Далее. Что люди продают в Витебске? Это, конечно, не минская барахолочка. Эпоха СССР. Тиски, часы. Слушай, ну и не густо у тебя на самом деле, без обид, конечно. Скромненько, да? Вообще скромненько. Удается что-то заработать? Сколько рулета такая стоит? Аренда? Ну это Секрет? коммерческая тайна. Ну я думаю, тут же плюс-минус одинаковые цены. Ну конечно. А вот нам бы в Минске ролету, пусть бы администрация рынка услышала. Стоим как болваны круглый год под дождем и снегом. Реально даже обидно стало. На всех рынках есть ролеты, у нас нет. Круто. Ну зачем ты спалил, ну? Дядька, купил лампы? Четыре. Нет, так хорошо лампочки, а каркасы, все, провода, все, ну тут рабочие. А рубль штука, недорого. Не, да купят у тебя в гараж, погляди, ну. Не. Вот дай ему, он берет железо. Да. Это не железо, алюминиевое, во-первых. Ну дай ему. Ну купи ты по рублю, 4 лампы, 4 рубля. Нет, 4 рубля. Эх. Нема. Сколько такой салатник синенький стоит? Вот синий который. Синий? Да. 10 рублей? Охренеть, об месяц жил на 10 рублей. Я шучу. Дядька, купи лампы. По рублю. Ну нормальные лампы, что ты хмуришься? Продашь. По 2. Возьмешь? Короче, ребята, попил с парнем кофе, подписчик. Ну, я надеюсь, вы не забаните. Никто ничего не давал, конечно же. Ну, просто кофе угостил, меня попросил. Говорит, давай хоть кофе угощу. Приятно, на самом деле. Вот, я до сих пор с лампами. Буду двигаться по рынку сейчас, пытаться продать лампы и пытаться что-то купить. Тут есть барахольные ряды, правда, я с местными уже чуть не подрался за съемку. Жестко, однако. Но я трактую все. Общественное место снимать можно. Согласны? По закону. Погнали. Мужики, кому можно тут лампы продать? За любые деньги. Даром не надо. Чего? Потому Ну вот у тебя же такая же стоит в ролете. что там стоят диодные лампы. Так сюда ж любую можно ставить. Главное ж каркас. Такого говна я это тоже могу подогнать. Да? За 2 рубля 4. Да не надо вообще, даром не надо. Хреново. И вам лампы не надо. Карасей продают. Карась моя любимая рыба. Так. Тут я был. Мы все знаем.
Друг, купи лампы, а? 2 рубля 4 штуки. А мне, блин, их некуда. Да, 2 рубля надо, денег нет. Я понял. Блядь. Может, Тяж- кто там электро? Так у тебя ж такие же стоят, сгорит, поставишь потом. Не, у меня эти диодные. это же. А сейчас возьми лампы. Мне кажется, Ну дешево. ну, тебе не надо. Мне Любые надо, деньги. Штук 5 их есть. 5 будет 9. Ну да. Они у меня, когда тут что-то меняли, Слушай, сказали, есть у вас тут классный чувак, профессор. Знаешь такого? ну, профессор это что? Торгует такой. А чем? Я не знаю, барахлом каким-то. Вот я его ищу. Профессор, может, Юрка? Юрка профессором Так еще. а что, ему это надо было? Сусан, Да, ну. кто-то балуется, слышишь, на тебя светит, смотри. А где Ой, это? ты играешься. А, ну. Я мерю 100 метров до себя. Много? Купи лампы. А это знаешь где, вот на той аллее. А, не было, я ходил. Там такой, ну, на еврея похож. На еврея похож? Он и есть еврей. Ну, что Таким делать? носом. Вот он профессор. Может, ты у тебя шапки попадали? О, у вас тут антиквариат продается, да? Значки. Купи лампы, продашь. Сейчас суббота, клиент пойдет. В гараж люди купят. Ну что ты, за 2 рубля 4 лампы возьмешь, а продашь за 5 штука. Слушай, если б я не разбирался, я бы, Купил, да? да. А так я прекрасно знаю, что это нахуй кому надо, по-русски говоря. Да, широка душа русского языка. Да. Ну 2 рубля на кофе не найдется в кармане. Ну, не нужна это никому, я говорю. Ну, вряд ли у тебя кто купит. Печаль. Когда еще был этот Костя там, он электрику скупал, всякую ерунду, он еще мог бы взять, он за копейки брал всякую херню. Лишь бы за копейки, да? Да, он Грустно. брал из-за того, что дешево. Ну, пробил башку себе. Ну что, оставляю я пока их на пустом прилавке. Походу зря пер. Ну пусть полежат. Пусть полежат. Хотя основание алюминиевое. Вот алюминий, вот алюминий, вот алюминий. Пойдем походим. У меня есть рубль лишний. Может быть, значок какой-нибудь прикуплю. Вот. Печеньки сегодня поем, на стриме разыграю. Не знаю пока, что делать. Ну что, дорогие мои, оставил я свои лампы лежать куковать. Приобрел вот такой вот значок в прекрасном состоянии. За остатки своих денег 1,5 белорусских рубля. А 50 копеек, кто помнит, между прочим, я нашел в электричке в первой серии. Вот, вопрос. Что делаем с значком? Продаем, покупаем шаурму, либо оставляем на розыгрыш какого-нибудь стрима, либо кому-нибудь дарим. Конечно же, попытаемся продать. Эмалька чуть-чуть подбита. Ну, 1,5 рубля на закруточке. Вот такой вот. Друзья мои, смотрите. У нашего подписчика в Витебске тоже есть такая акция под названием «Стол добрых дел». Прикольно так, кстати. Вот акция набирает популярность в Беларуси, смотрите. Витебский рынок. Раньше колхозный, сейчас он называется... как? Смоленский, забылся. Вот так вот. Так что, друзья мои, Смоленский рынок. Я не знаю, павильон номер 2, какой тут проход, какое что. Ну, в общем-то, найти можно. Где рыболов, вот многие знают. Можно что-то купить, можно что-то принести, короче. Прикольно, молодец. $5 на дорогу. Да ты чё, блядь? Знаем мы этот клуб и знаем мы, что движение. Ну, слушай, если $500 есть на значок, это уже хорошо. Пойдем походим. Женя, пойду похожу, потом приду. Короче, знак. Отдал 1,5 рубля. Я за него в надежде продать хотя бы за 3. Блядь, раскинь ты 20. Пошел. Как я жалею, что я в последней серии выживания здесь оказался. Это же вот место, где жизнь кипит. Мог оказаться здесь первый день. Не в ту сторону Витебске пошел, но и не зря. Зато и опыт, и контент, согласны? Ладно, значок не продам, ничего страшного. Есть печенье, чай. На билет у меня есть. Вот, еще 10 копеек запасом. Поэтому... Что поэтому? Да поэтому значок на стрим поедет. Пойду, может, местные меня побьют. Не могу понять. На дворе декабрь месяц, а люди продают вовсю искусственные цветы. Вроде ж не радовница. Что за прикол такой Витебск? Кто знает. Антиквариата нет вообще никакого. 3 точки. Пипец.
Не подвезло. Сейчас скажу. Новосибирск есть кафешка. Не, спасибо. Варенка какая-то, не секрет, ничего. Вот такая вот палочка, 4 рубля. Вообще, блядь, уже. 4 рубля за колбасу, что, это недорого. Так смотри, вы бы ее видели. Страшная? Да? Немножко брюк. Это в магазине? Ну это с магазина выкидывают просрочку. А кто продает? Не, ее украли. А, это женщина продает? Нет, ей принесли. Ну, дареному коню, как говорится. Так не подарили. А ё-моё. Я купил за 3. Страшное дело. Да. О, пойду узнаю нашего уважаемого подписчика. За помощью вроде я никому не обращался. Где можно медь сдать? Я по-прежнему тягаю полкилограмма меди в рюкзаке. Это будет мой джекпот. 10 рублей. Это... Да хоть даже 7. Это будет шаурма. Хотя у меня было 1,5 рубля. Я купил глупый. Ну не глупый, но значок. Но это не Минск. Это не то. Это вообще не то. Не тот движ, Париж. Можно было бы выставить его на куфор по-быстрому. Но тоже не моя фишка. Да и карты у меня с собой нет, как у Максима. Чтобы не было куда гроши скинуть. И смысл мне выставлять на куфор. Нету смысла совсем. Нету смысла совсем. О. А может купите? Да нет, А, это ты торгуешь? Блин, я думал, это дядька. Думаю, может он купит у меня. да нет. Ладно. Хорошо. Чего Женя у тебя не хочет брать? А нечестно, он мой знакомый, я знакомому не хочу продавать. А, может бы и купил. Ладно, а где можно медь сдать? На рынке не сдашь, точку закрыли. Ну хоть дешевле, ну у меня полкилограмма, я уже 3 дня с собой ношу. Братуха, тут... За 5. Не, дело не в этом. Ты с Инкой поговори, потому что я Ладно. этим не занимаюсь после операции. Тяжелое поднимать. Пошел, спасибо. Ну, Все, тут- чтоб тут- все продал сегодня. Спасибо. А сколько фэт твой стоит? Прошу 30. Купи недорого, а? Целенький, все, с резьбой. А? Сколько стоит? Сколько предложишь? Больше нету других? Бля, один, правда. А что это тебе? Покажи. А, железнодорожный. Ладно, Женя, всего хорошего, Женя. Ну, всего. Сколько примерно? Ну сколько ты дашь? Сейчас уточню человека. Собираю. Тут на рынке? Да, я тут многим ходил. Особо у вас тут на рынке ничего не продашь. Бедноватый рынок такой. Мне сказали, надо ждать профессора, а его что-то нету. Не, коллекционер сейчас. А, Отец коллекционера сейчас. Это тонны. не, ну если дашь какие-то, ну, 3-5 рублей. Не знаю. Не париться, я пойду кофе попью и поеду в Минск потихоньку. На билет есть, на кофе нет. О, такую статуэтку 100 лет не видел. Ленин. Дорого за Ленина. Ого. Вождя народа. А еще, слушай, меди есть полкилограмма. Просто проволоки. Хоть за сколько денег? Пару рублей каких. На шаурму уже, гляди, на скребу. Полкилограмма? А? Полкилограмма? Ну, С собой, что ли? да. Возьмешь? Ну, сейчас, подожди. 5 рублей отдам, ну. 5 рублей не хватает. Посмотрел? Не? Не. А сколько стоит? А сколько? Ну, где-то на государственную надо. Ну, купить. не, ну ты у меня за 3 рубля возьмешь. Ну, если сдам сейчас. Вот он мне зачок купит, ты медь, и я уже пошел на вокзальчик. Не, не надо. И вообще ничего не дашь? Нет. Ну хоть сколько? Троячку. Конечно. Ну за 3. Ладно, ты посмотришь. О, а кому можно хоть отнести? Извини. Не знаю, на том придумал.
Да, я там был, там Саша или как его, да? Ну да. Тоже не хочет. Ну что, друзья мои, я сдал свою медь. Ну как сдал? Короче, уговорил на рынке какого-то Иваныча. Меня сосватали. Короче, 2,90 он мне дал. Но когда я начал доставать с рюкзака, он говорит, если бы я видел это говно, я бы тебе рубля не дал. Ну, конечно, я ему пожелал долгих лет жизни, крепкого здоровья. И 2,90 я могу попить какой-нибудь еще раз кофе. Вот. Напоминаю, по-прежнему у меня остался значок. Вот. Который никому здесь не надо. А я потратил 1,5 рубля. Какой-то день такой. Просто у меня есть деньги на билет, есть чай с печеньками, поэтому я, наверное, сильно не напрягаюсь. Поэтому выпуск для вас максимально скучный. Вот. Ну, какой есть. Какой есть. За 3 дня своего незабываемого путешествия по городу Витебску я встретил всего лишь 5 доброжелательных людей. Один из них подписчик, один из них узбек. Вот как-то так. Делайте выводы. Это сложно, но не невозможно. Вот так вот. Все, пешком до рынка, фиг знает сколько километров, я попробую подъехать на автобусе. Зайцем. А скажите, до вокзала как добраться? Надо туда, вон пройти, там, а тут такого троллейбуса не... За перекресток. Не, ну туда, следующая остановка Ага. будет. И там единица идет. Потом какой? Ну хотя, а если отсюда я хоть вот на этом автобусе хоть пару остановок вперед подъеду или нет? Вон, троллейбус подъедет. Троллейбус только надо. Ну, я тут троллейбус. А на автобусе? 12 его, только 12 сейчас пойдет туда, оттуда пойдет, можете доехать. Понял, спасибо. А там больше просто транспорта. Я больше понял. идет. Единица, потом какой там 26-й идет. Единица 26, хорошо. Да. Ну спасибо, дай бог вам здоровья. О, и люди в комментах сразу пишут: Витек, да а что там со свалкой и с монастырем? Друзья мои, мороз, идет снег. Я пробыл много на рынке, слава богу, попил кофе. Меня даже угостили маленькой шоколадкой. Вот. Но был момент, даже хотели побить. Очень холодно. И я, наверное, очень рад, что я путешествую на вокзал за 2,90. Ну, у меня есть свой чай, да, и печенье. Поэтому, слава богу, мне бы на шаурму наскрести, было бы круто. Можно попробовать по вчерашним меркам шаурму попросить за 2,90. Интересно, получится или нет? Единственное место в Витебске, по которому я буду скучать, это улица Суворова, этот прекрасный храм и хостел, где я находился. Наверное, благодаря вот этим вот всем храмам в этом хостеле как-то мега круто и спокойно. Я вам отвечаю, там прям вот отдыхаешь. Что мне и удалось сделать за 2 ночи. И там, кстати, добродушные люди отдыхают. Вот, поэтому, наверное, вот по улице Суворова я буду скучать. Летом когда-нибудь вернусь, просто сюда погулять. Возможно, ну вот с семьей приедем просто посмотреть на Витебск уже глазами туриста, а не глазами беженца. Иду пешком, потому что маршрутка рубль, друзья мои, ну рубль в моей ситуации катастрофа. Кстати, я не понял, почему у меня осталось 2,90, такое ощущение, что я где-то потерял какую-то монету. Вот, вроде как должно быть больше. Короче, ребят, на халяву просить реально стыдно, неудобно. Я один раз такой эксперимент провел, надеюсь, вы его оценили. Есть маленький чебурек 2,50. Самый раз мой ценовой категории. Делаем, кушаем. Отлично. Ну что, друзья мои, за 2,50 чебурек не просто маленький, он очень маленький. Надо было на вокзале попробовать беляш купить, но мне показалось, что на вокзале будет гораздо дороже, чем просто в ларьке. Я решил купить тут. Ну вот. Как-то так. Все люди скользят, и я скольжу. Приятного аппетита. О, ребята, я снова на прекрасной, красивой мостовой. И сколько же комментариев было за эту мощную реку. Да вы можете писать что угодно, я могу назвать ее хоть Москва-река. Просто это мощь и красота природы. Западная Двина, я помню. Да, да. В таких условиях, конечно. Вот. Но почему-то я был уверен, что Днепр. Не знаю почему. В Могилеве Днепр. Но вот как-то я забыл про Западную Двину. А может это Лена? Или правда Москва-река? Вот. Но очень красиво на самом деле.
Хотел бы я тут летом порыбачить. Наверное, очень круто. В общем-то, плюс-минус можно было выживать абсолютно по-другому. Я же со своей задачей справился. Конечно, не то направление, не те люди, не то место, не туда пошел. Но в этой ситуации мог оказаться каждый. Куда пойдешь, никто не знает. Город для меня чужой и незнакомый, как и люди. Вот. Поэтому, как было, так было. Сегодня, конечно, я лентяй. Пробалдялся на рынке, но очень холодно. Я хотел дотопать до свалки, но это 10 километров в одну сторону. Короче, просто не рискнул. Вот и все. Между прочим, из положительных моментов за 3 дня путешествия по Витебску я привык ходить пешком. Мне на 3-й день не гудят и не болят ноги. Я вчера намотал более 10 километров, причем то с груженным рюкзаком, то с каким-то металлом, по-разному. И, наверное, первое, что я сделаю, когда я приеду в Минск, в воскресенье, возьму жену, и мы просто поедем гулять по Минску. Да. Я как пешеход никогда не видел Минска. И это прикольно, выйти и просто пойти гулять. Неведомо куда, не зная зачем. Только у нас, конечно, будут деньги, и мы будем посещать кафешки. Это классно. Вот с такой позитивной мыслью я движусь в сторону вокзала. Осталось мне приблизительно, да не приблизительно, точно 750 метров. Обиднее всего в этом путешествии, когда ты идешь вот так вот, раз, дорога кончилась. Тебе надо прямо, а вокзал вообще справа. А тебе предлагают пешеходка пройти вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Короче, лишние долбаные метры. И ты их нарезаешь. Ну а что делать? Все по правилам. Так, время до поезда есть, не могу пройти мимо. Вот такой магазин, 1000 мелочей. Зайдем. Современный он или какой? Просто вот интересно, я даже в окно посмотрю. А, не, типа фикс прайс, нечего там делать. Скоро Новый год. Вот он, друзья мои, мой счастливый билетик до Минска. Та-та-та-та. И снова красивейший вокзал города Витебска. Есть время в 1,5 часа. И отправляюсь в зал повышенной комфортности. Ну, его так называют здесь, не знаю почему. Обычные места. И, слава богу, есть подзарядка для телефона. Это немаловажно. Хотя у меня есть полностью заряженный пауэрбанк. Я бы уже видеоролик закончил. Но давайте еще подсниму, на каком поезде поеду. Плацкарт. Ой, я даже не знаю, в какой момент я вставлю этот фрагмент в видеоролик. Все заканчивается здесь, на вокзале, где и началось, собственно говоря. Только на автобусном, а заканчивается на ЖД. Друзья мои, ни одного момента уныния в этом выживании у меня не было. Я уже рассказывал, был рюкзак, который можно продать, был пауэрбанк, термос. Можно было залезть в помойку и насобирать бутылок, но как-то хотелось показать немножко другие реалии. Классные комментарии сейчас читаю, что это зеркало людей, которые меня окружали. Добрых было мало, больше злых. Вот, но пройдя честно, реально пройдя честно такое испытание, не взяв нигде ни копейки, ни рубля, а вот с нуля приехав и сделал вот это, да, вот так вот, как оно сейчас есть, понимаешь, что чего стоит, немножко переоцениваешься. Вот даже вплоть до того, что мне понравилось ходить пешком. Нигде не ездил на транспорте, это круто. Рубль свой, кстати, теперь не продам ни за какие деньги. Ну, как-то так вот. Ой, не знаю, что сказать. Тут можно разговаривать вообще бесконечно, но вам, поди, стопудово это неинтересно смотреть. Несмотря на то, что денег нет, я обошел на вокзале все сувенирные лавочки, которые здесь есть, да? И, знаете, мне стало обидно. Вот сладости зашел, буфет зашел, вот. Цветы, галантерея, мелочь, сувениры, сладости, галантерея, бистро, все обошел. Я нигде не увидел сувениров со словом Витебск. Магнитики Минск есть, а Витебск нету ничего. Даже шоколадки нету, Витебск. Пипец. Это вокзал, который город, между прочим, граничит с Российской Федерацией. Странно. Тут много туристов летом. Как так? Ну что, путь 10, платформа 3. Я, между прочим, первый раз еду на поезде. Отвечаю вам. Вот. Для себя же в этом выживании я сделал огромные жизненные выводы. Просто огромные, ребята. Ну, какие выводы сделали вы? Напишите в комментариях.
Я еще вам подсниму свой поездик. Ну и на этом видеоролик закончится. Последняя серия вообще какая-то, да, бредовая получилась. Ну как есть, от души. Короче, вот стоит мой поезд. И как оказалось, поезд это тоже приключение. Дизель, кстати, дымит. Не, первый раз на дизеле поеду. Этот самый, как оказалось, поезд это тоже приключение. В том плане, мне еще нужно найти нужный вагон. Вот так вот. А какой, я не знаю. Короче, вот так вот. Я разобрался! У меня первый вагон! Ну что, витебчане, пошел прям ледяной дождь. Простите, если что не так, если кого-то обидел, если обидел за то, что город злой или люди злые. Ну, блин. Как говорится, как у меня произошло, так я и прокомментировал. Короче, ребята, я первый раз в поезде, 30-е я нашел. Но фишка в том, что оно верхнее, короче. И, ну, мне типа надо всегда ехать наверху. Как, я не знаю. Пока что не знаю. Ну, не ездил. А если хочешь сидеть на низу, надо договариваться с тем, кто на низу, короче, можно будет посидеть. Ну, если он спать не будет. Ну, короче, прикольно. С одной стороны. А с другой стороны, не знаю, не очень.